Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня я буду готовить торт «Птичье молоко». Он получается невероятно вкусный, очень воздушный, буквально тающий во рту. Готовится он на самом деле несложно. Главное следовать рекомендациям, и тогда у вас точно все получится. Просто вкус детства, реально. 5 средних яиц нужно очень аккуратно разделить, чтобы желток не попал в белок. Из желтков приготовим бисквит, а белки будем использовать для приготовления суфле. Я использую форму 20 сантиметров диаметром. Донышко застилаю пергаментом, а бортики ничем не смазываю. В миске я соединяю 5 желтков, 35 грамм сахара и маленькую щепотку соли. Взбиваю миксером 3-5 минут, чтобы масса посветлела и стала более пышной. А точное количество всех ингредиентов ты сможешь найти в описании под этим видео. Масса уже стала светлее и увеличилась в объеме. Я вскипятила 40 грамм молока с 1 чайной ложкой ванильного сахара, вливаю к желткам и продолжаю взбивать еще пару минут. Благодаря кипяченому молоку сахар быстрее растворится и масса станет еще более пышной и плотной. Вот смотрите, как масса увеличилась в объеме, и крупинок сахара уже нету. Отдельно соединяю 50 грамм просеянной муки и четверть чайной ложки разрыхлителя. Всыпаю во взбитые желтки и аккуратно перемешиваю лопаткой движениями снизу вверх. В итоге получается очень воздушное и пышное тесто. Перекладываю в подготовленную форму и распределяю ровным слоем, можно даже немного простучать. Выпекать бисквит я буду в разогретой духовке до 170 градусов, ориентировочно 10-15 минут. Бисквит уже готов. Обязательно проверяем его готовность деревянной зубочисткой, она должна выходить полностью сухой и чистой. Он у меня уже остыл. Далее острым ножом я прохожусь по краю и снимаю форму. Затем переворачиваю его и снимаю бумагу. Бисквит получился пышный и воздушный, а еще красивого нежного желтого цвета. Так как в тесто добавляется кипяченое молоко, бисквит получается достаточно влажным. Я хочу, чтобы тортик получился максимально светлым, поэтому золотистую корочку с боков я убираю ножом. Перекладываю бисквит на подложку, на которой буду собирать торт. И так как суфле быстро схватывается, нужно сразу установить бордюрную ленту и разъемное кольцо. Все продукты для масляного крема должны быть комнатной температуры. Масло я беру 82,5% жирности, а сгущенное молоко хорошего качества, в составе которого только молоко и сахар. Сначала нужно взбить масло примерно 3-4 минуты, чтобы оно стало светлым и воздушным. Это обязательный шаг, и его пропускать ни в коем случае нельзя. Дальше добавляем сгущенное молоко и продолжаем перемешивать. Как я уже говорила, масло и сгущенка должны быть комнатной температуры. Только в этом случае крем получится однородным и гладким. И не забываем периодически собирать все со стенок. Еще немного перемешиваю, и крем готов. Посмотрите, какой он однородный и гладкий. Пока убираем его в сторону. Теперь берем 18 грамм желатина и вливаем к нему 80 грамм воды. Оставляем его на 10 минут, затем растапливаем импульсами в микроволновке и тоже пока оставляем в сторону немного остыть. Суфле мне больше нравится готовить при помощи ручного миксера.
По своему опыту могу сказать, что проще сначала взбить белки, а затем уже варить сироп. К белкам добавляю щепотку соли и 1 чайную ложку лимонного сока. Взбиваю миксером на средней скорости. Здесь не нужно добиваться плотного состояния. Когда белки начнут держать форму, больше взбивать не нужно. Вот уже остается четкий рисунок. Это значит, что можно останавливать миксер. Для сиропа понадобится 250 грамм сахара и 80 грамм воды. Ставим на огонь чуть выше среднего. Сироп нужно сварить до температуры 108-110 градусов. Не делайте слишком маленький нагрев, сироп должен очень хорошо кипеть. Я обычно вот так приподнимаю лопатку и смотрю, как стекает сироп. Если ниточка обрывается, значит температура еще не достигла нужной. При 108 градусах ниточка уже не обрывается. Теперь на невысокой скорости продолжаем взбивать белки и тонкой струйкой вводим кипящий сироп. С дна сотейника ничего собирать не нужно, иначе потом в суфле будут комочки. Добавляем только то, что само стекает. После того, как я влила весь сироп, продолжаю взбивать массу еще несколько минут. Она станет еще более плотной. Затем добавляю растопленный остывший желатин и перемешиваю на небольшой скорости. Не стоит переживать по поводу сырых яиц. Белки завариваются кипящим сиропом, поэтому получаются термически обработанными. Вот уже остается четкий рисунок, и вся масса стала более плотной и воздушной. Дальше начинаем частями добавлять масляный крем и хорошо перемешивать миксером после каждого добавления. После добавления масляного крема масса станет чуть менее плотной. Это нормально, ведь жир осаживает белок, но при этом масса все равно останется очень воздушной. Как только масляный крем вмешался, сразу выключаем миксер и еще раз перемешиваем все лопаткой, чтобы на стенках миски ничего не оставалось и вся масса стала полностью однородной. Далее выливаем ее на подготовленный бисквит и хорошо разравниваем. Сверху накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник примерно на 1 час, чтобы масса немного схватилась. После того, как суфле немного подстыло, беру 50 грамм темного шоколада и 25 грамм сливочного масла. Подогреваю в микроволновке короткими импульсами, постоянно перемешиваю, и в итоге получается вот такая жидкая глазурь. Выливаю глазурь и распределяю ложкой. На холодном тортике она очень быстро схватывается. Если хотите, чтобы поверхность глазури получилась ровной и гладкой, то ее нужно наносить в горячем виде. Как только растопили, она будет еще жидкой, поэтому просто наклонами можете ее распределить по всей поверхности. У меня глазурь была уже слегка остывшей, поэтому я распределяю ее ложкой. При помощи ложки можете сделать различные узоры. Я же оставлю глазурь такой текстурной, мне так больше нравится. После того, как распределила глазурь, отправляю торт еще раз в холодильник, но уже до полной стабилизации минимум на 8 часов. Тортик полностью стабилизировался, снимаю разъемное кольцо, а затем бордюрную ленту. По желанию можете украсить свежими ягодами, маршмеллоу, кусочками шоколада или по классике оставить просто с глазурью. Здесь уже все зависит от вашей фантазии. Вы только посмотрите, какая красота получилась. Тортик получается высоким, эффектным и очень вкусным. Он станет чудесным украшением для вашего праздничного стола.
В нем идеально сочетается буквально все. Воздушный пышный бисквит на желтках, невероятно нежное, буквально тающее во рту суфле, которое имеет приятный сливочный аромат и вкус. И все это завершает глазурь на темном шоколаде. На самом деле он готовится несложно. Главное учитывать некоторые нюансы. Суфле получается одновременно упругим и очень воздушным. Оно буквально как облачко. Можно говорить бесконечно, но лучше взять и приготовить этот торт. Уверена, и дети, и взрослые останутся в восторге. Тортик получается довольно сладким, но именно таким он и должен быть. Количество сахара ни в коем случае уменьшать нельзя, так как он влияет не только на вкус торта, но и на консистенцию суфле. Если уменьшите количество сахара, то суфле получится более рыхлым. Надеюсь, видео было для вас полезным. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. А на нашем канале вы найдете еще больше простых, домашних и вкусных рецептов. Каждую неделю у нас выходит новое видео. Обязательно подпишись, чтобы не пропустить. Торт «Птичье молоко» – это классика, проверенная временем, а его вкус каждый помнит из своего детства. Торт на самом деле получается очень бюджетный, очень вкусный и самое главное, очень просто готовится, если соблюдать некоторые нюансы, о которых я рассказала в этом видео. Это очень вкусно. Просто бомба. Попробовав однажды домашнюю версию такого торта, вы навсегда забудете о магазинном варианте. Это очень вкусно. Просто. Он просто тает во рту, реально, оно очень мягкое, очень вкусное. И все это дополняет шоколадная глазурь. Просто вкус детства, реально. Обязательно пробуйте приготовить, сохраняйте рецепт, делитесь с друзьями. И еще больше рецептов вы найдете на нашем канале. Каждую неделю у нас выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно подписывайся, чтобы не пропустить.